автомобильной культуре любой страны, если эта культура вообще существует, есть свои достоинства, недостатки и свои особенности. Что касается американской автомобильной культуры, то для меня это в первую очередь неповторимый звук нижневального V8, это большеобъемные моторы, и это своеобразное такое эфемерное понятие, как дух свободы. Наверное, именно поэтому я дал предпочтение Крайслеру. Конечно, за это приходится платить. В случае с американскими машинами до недавнего времени приходилось закрывать глаза на, возможно, более низкое качество сборки, менее отточенную по сравнению с европейскими аналогами управляемость. Но при этом ты получаешь какие-то плюсы, которых ты не можешь получить от автомобилей из Европы или из Японии. Chrysler на момент покупки уже был довольно серьезно доработан предыдущим владельцем. Я говорю сейчас о доработках технической части. Множество изменений под капотом, в тормозной системе и в подвеске автомобиля на первый взгляд упрощали для меня сам, можно сказать, процесс обладания этой машиной. И по сути мне оставалось только довести до идеала техническую часть, точнее техническое состояние, и заняться тем, что мне нравится больше всего, это стайлингом. Но, как оказалось, я рано радовался, и пришлось очень много времени потратить на доработку именно технической части. Суть в том, что, не желая находить компромиссы, я решил сделать что-то из ряда вон выходящее и сделать Chrysler самым низким полноприводным 300-м на статичной подвеске. Самым низким я имею в виду самым низким в мире. На первый взгляд этот автомобиль может показаться довольно обычным, но в этом, наверное, и была моя задумка. Разницу между стоковым 300-м и тем, что сделал я, видна только при очной ставке, скажем так. В принципе, не так уж сложно выбрать какие-то альтернативные комплектующие из существующих на рынке вариантов. Проблему вызывает только поиск того, что действительно подойдет этому автомобилю. Дизайн Chrysler довольно самобытен, в нем присутствуют и ретро-мотивы, и современное прочтение классических направлений дизайна. Поэтому с ним, как ни с какой другой машиной, очень важно не испортить. В связи с этим выбор любой детали превращается в довольно сложный квест с поиском, подбором, заказом, ожиданием. Если говорить о деталях, то наибольшее количество времени занял поиск колес и аэродинамического обвеса. В итоге обвес был найден в Японии. Как это ни странно, именно японцы сумели создать нечто наиболее подходящее к стилю американского автомобиля. Вот такой парадокс. Диски же, в свою очередь, были заказаны в Голландии. Искал я их больше 1,5 лет и очень доволен своим выбором. Мне кажется, что они идеально сочетаются с внешним видом автомобиля и с нюансами его внешнего оформления. Что касается данного автомобиля, конкретного автомобиля, выбор осложнялся тем, что это опять-таки полноприводный автомобиль. То есть диски нужны были определенных параметров, обязательно одной ширины. И учитывая тот факт, что немаловажным для меня было положение колес в колесных арках, выбор был очень сложным.
говорить о минусах обладания этой машиной, то основным, конечно, является его избыточный вес. Конечно, 420 лошадиных сил и 600 ньютон-метров крутящего момента вполне хватает для более чем динамичного передвижения в пространстве. И на свой возраст автомобиль ехал очень неплохо. И, в принципе, его динамика сопоставима с динамикой суперкаров того же временного периода. Но, к сожалению, законы физики не обманешь. И каждое торможение, каждый поворот все-таки напоминали о том, что это не малолитражка, не горячий хэтчбэк и не опять-таки тоже заднеприводное купе. Наверное, мы с автомобилем просто не сошлись характерами. То, что очень привлекало в нем в первое время, потом вошло в привычку, перестало радовать так, как радовало с самого начала. И пришло время расстаться. Kids on trouble, do not know what all the troubles are for. Give them ice for their fever. Я никогда не жалел о вложенных в автомобиль средствах, о вложенной душе, о вложенном времени, потому что все, что мы вкладываем в первую очередь в себя. Тратя деньги, силы и время, мы покупаем эмоции, которые дают нам возможность прожить очередной день с улыбкой на лице, достичь какого-то желаемого результата, что опять-таки приносит нам удовлетворение. Ну и опять-таки это самовыражение. Так что жалеть здесь не о чем. Я думаю, что этот автомобиль будет радовать кого-то другого и даст ему те эмоции, через которые я уже прошел. А я, в свою очередь, наверное, найду какие-то другие эмоции в каком-то совершенно другом автомобиле. Практически уверен, что это будет, опять-таки, что-то нетипичное, что-то необычное, и это позволит жить.